Друзья, приветствую вас на своем канале Argostov Kitchen. Надеюсь, мало кто откажется от рецепта такого аппетитного блюда, которым я хочу с вами поделиться. Через пару секунд начинаем. Буду запекать в духовке свиные ребрышки на фруктовой и овощной подушке. И помимо самого мяса беру картошку, яблоко, морковь и чеснок. Ну и какое же мясо обойдется без специй. Точное количество ингредиентов, как обычно, под роликом в описании и в бегущей строке. Делаю вот такой фокус и очищаю картошку от кожуры. Вы можете использовать любые другие методы. Теперь делю картошку на крупные дольки, укладываю их на дно стеклянного противня равномерным слоем. Как хорошо, что у меня для разделывания яблока есть такое приспособление, рекомендую и вам его приобрести. Оно сразу делит фрукт на дольки и извлекает сердцевинку с семенами. Остается лишь сделать крупные дольки чуть помельче, а затем уложить их поверх картошки в противень. Чтобы морковка в готовом виде была такой же мягкой, как станут картошка и яблоко, ее я нарезаю соломкой, но не очень тонкой. Распределяю морковку по поверхности остальных ингредиентов. Очищаю от шелухи чеснок, используя уже общеизвестный способ ускорения этого процесса. Затем нарезаю дольки на крупные кусочки и тоже укладываю в противень. Гвоздь программы – полоска свиных ребер. Ее я делю примерно на одинаковые куски. Получается по одному ребрышку в каждом кусочке. Распределяю мясо на фруктово-овощной подложке. Теперь идут специи. Сначала солю мясо с двух сторон. Отставляю противень пока в сторону. Духовку включаю на разогрев в режиме вверх и низ при температуре 180 градусов по Цельсию. Готовлю специальный соус, который пропитает и мясо, и овощи с фруктами во время запекания блюда. Соевый соус, растительное масло, сухую аджику и молотую паприку смешиваю в пиале. Я не могу обходиться при приготовлении мяса без свежемолотой смеси 5 перцев. Посыпаю ею мясо по своему вкусу. Теперь поливаю всю заготовку пряным и соленым соевым соусом. Обычно мясо я готовлю в духовке при температуре 200 градусов и даже чуть выше. Но в этот раз оно будет долго томиться вместе с яблоком, овощами и специями, чтобы взаимно пропитаться всеми вкусами и ароматами. А чтобы мясо и другие ингредиенты не потеряли свои соки, накрываю противень фольгой. Ставлю его в разогретую духовку на 50 минут. Все это время не требует никакого вмешательства в процесс приготовления. А вот потом нужно достать противень, при помощи столовой ложки полить мясо выделившимися соками, снова накрыть фольгой и вернуть в духовку еще на 20 минут. Затем процедуру повторить, но в этот раз я ставлю противень в духовку уже без фольги. Увеличиваю температуру до 220 градусов и перевожу духовку в режим гриль. Мне это нужно, чтобы получить красивую корочку на мясе, а заодно и немного выпарить лишний сок. Всего 10 минут под грилем в духовке и мясо готово. Подавать на стол это блюдо лучше прямо в противне, в котором оно готовилось. Тогда создается эффект присутствия. И какое же мясное блюдо без свежей зелени. Им я слегка покрываю все блюдо. Готовьте вместе со мной, готовьте как я, готовьте лучше меня. И знайте, приготовленное своими руками всегда надежнее. Приятного аппетита, с вас подписка и включение всех уведомлений. Буду рад вашим лайкам, а особенно комментариям. Они помогают мне сделать канал лучше. Пока!